От пациентки. Боли и отек в суставе появились в июле 2025 года, когда возросло количество тренировок и приходилось совмещать танцы и занятия волейболом. При снижении нагрузок ситуация несколько улучшалась. Значимых травм сустава не было. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 15 лет, дата исследования 24 сентября 2025 года. Область исследования – правый коленный сустав, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Зоны роста по возрасту. Данных за болезнь Осгуд-Шлятера не получено. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется значительное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Пателофеморальное сочленение без особенностей. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа Павайбек. Индекс инсалса лвати 1,3. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Сформирована киста Бейкера размером 17 на 9 на 25 мм. Признаки отека – разволокнение передней крестообразной связки. Внутри и вне суставной связки, задняя крестообразная связка, латеральная и медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника, медиальные и латеральные удерживатели надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска первой степени. Заключение МР. Признаки отека, разволокнения передней крестообразной связки, дегенеративных изменений медиального мениска второй степени Пастоула, дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, пателла алта, выраженного синовита, кисты Бейкера, правого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 25 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Волейбол – очень травматичный вид спорта. В колене есть признаки растяжения передней крестообразной связки, большое количество жидкости в полости сустава, что дает боли, нестабильность. Также надколенник расположен выше обычного, что также неблагоприятный фактор. Целостность менисков сохранена. Вам нужно к травматологу.